Главная героиня нашей истории Анна Миллер – 35-летняя мать-одиночка и преданная медсестра, чья жизнь сосредоточена вокруг ее единственной 8-летней дочери, маленькой Виолетты. Жизнь для этой одинокой матери из Нового Орлеана никогда не была легкой с тех пор, как она узнала о своей беременности на 2-м курсе медицинской школы. Все ее планы на будущее исчезли, вынудив ее отказаться от всего, чтобы стать матерью и обеспечить ребенку хорошую жизнь. Но как будто отказ от карьеры был недостаточным испытанием, Анна снова столкнулась с трагедией, когда ее брак внезапно распался. Маленькой Виолетте был всего год, когда ее муж Брайан, с которым она встречалась со старшей школы, решил уйти, не объяснив причин, и отказался нести какую-либо ответственность за нее и их дочь. Анна осталась одна с ребенком на руках, множеством обязанностей и растущими долгами. Другие матери могли бы отчаянно искать помощь у социальных служб или семьи, чтобы выжить, но Анна Миллер не была как другие матери. Когда Виолетте исполнилось 2 года и она стала более независимой, Анна решила вернуться к учебе, чтобы найти лучше оплачиваемую работу и заниматься тем, что ей действительно нравится. Однако вместо того, чтобы вернуться в медицинскую школу для продолжения карьеры врача, она решила поступить на гораздо более легкую и короткую программу по уходу за больными, которая позволила бы ей быстрее начать работать в больнице и ухаживать за дочерью. Так мы приходим к настоящему моменту, в котором происходит наша история. Анна уже более 5 лет работает медсестрой в больнице и сумела создать стабильный и любящий дом для себя и своей прекрасной дочери Виолетты, которой теперь 8 лет. Поздним вечером в четверг Анна только что вернулась домой после целого дня работы в больнице. Она пришла домой с чувством тяжести в плечах от усталости. День был трудным для медсестры, хотя на самом деле не было дня, который не был бы сложным. Работа медсестры – это по-настоящему жертвенная профессия, и когда она пришла домой, у нее хватило сил только на то, чтобы растянуться на диване и поцеловать дочь на ночь, прежде чем уснуть. «Ах, спасибо, Боже, мой диван, мой прекрасный, удобный диван», сказала она, плюхнувшись на него, который теперь был скорее оазисом. Анна закрыла глаза на мгновение, пытаясь расслабиться и забыть о трудностях дня. Однако ее краткий момент покоя был прерван возбужденным голосом ее младшей дочери Виолетты, которая побежала к маме. «Мамочка, ты пришла! Мамочка!» – вскрикнула девочка, прыгая на нее, наполняя комнату своей заразительной радостью. Мать, несмотря на усталость, повернулась и обняла свою маленькую девочку с нежностью. Ее объятие было как инъекция энергии и любви, которая заставила весь стресс дня исчезнуть. Затем Луиза, няня Анны и близкая подруга, вошла в комнату и приветствовала ее тепло. «Я так рада, что ты пришла, Анна. Я на сегодня закончу. Она уже была в постели, но когда услышала, что ты пришла, побежала к тебе. Я не смогла ее удержать. Ты знаешь, что она не может заснуть, если не получит поцелуй на ночь. «Все в порядке, Луиза, не волнуйся». «Спасибо за все. Я сама уложу ее спать», — ответила медсестра, улыбаясь дочери. Затем она взяла девочку на руки и отнесла ее в комнату, в то время как няня попрощалась и покинула дом. По дороге в комнату мать начала рассказывать дочери о своем дне в больнице. Виолетта обожала истории, которые мать рассказывала ей о людях, за которыми она ухаживала, и различных заболеваниях, с которыми она сталкивалась в больнице. Это были не разговоры для 8-летнего ребенка, но Виолетта с детства слушала рассказы своей матери о ее работе, и для нее они были так же увлекательны, как и любые детские сказки, полные волшебства. «Как прошел твой день, моя любовь?» – спросила Анна свою дочь, укладывая ее спать. Девочка, устроившись в постели, с энтузиазмом ответила: «Было здорово, мам. Сегодня в школе мы изучали строение человеческого тела. Когда я вырасту, я хочу стать врачом, как ты». Женщина ласково улыбнулась и поцеловала дочь в лоб. «Это замечательно, дорогая, но я не врач, я медсестра.
хотя и медсестры, и врачи заботятся о людях и помогают им выздоравливать. Это не проблема, мам. Я все равно хочу быть как ты, сказала Виолетта с решимостью в своих ярких глазах. Анна тихо рассмеялась и погладила дочь по щеке, когда вдруг почувствовала, что что-то не так. Она почувствовала, что случится что-то очень плохое, что полностью изменит ее жизнь и жизнь ее маленькой девочки. Что-то, что никто не мог предвидеть, и что оставит вас без слов. Анна начала чувствовать себя очень плохо. Ее тошнило, болело в груди и горле, и она ощущала, как ее температура резко поднимается. Весь день она чувствовала усталость и сильную мышечную боль, но связывала это с недосыпом и работой в больнице. Однако то, что с ней происходило, было гораздо серьезнее и не имело никакого отношения к переутомлению медсестры. Она пыталась скрыть свое недомогание перед дочерью, которая с тревогой смотрела на мать, заметив изменения в ее поведении, но Анне не удалось скрыть происходящее. Она начала сильно кашлять, и настолько закружилась голова, что она чуть не упала на пол. Видя, что происходит, и боясь худшего, Анна инстинктивно отстранилась от девочки, чтобы защитить ее. Она не хотела ее заразить, но также не хотела заставлять ее страдать, видя ее в таком состоянии. «Нет, не подходи, дорогая, мама заболела». «Думаю, я подхватила грипп в больнице», — объяснила она слабым голосом, кашляя. Лицо девочки выразило беспокойство, и она спросила: «Что ты чувствуешь, мамочка?» «Я могу помочь тебе», — спросила испуганная девочка, глядя на свою мать, которая была на грани обморока. «Мама просто немного закружилась, дорогая, болит горло. Не знаю, я позже сделаю анализы, чтобы точно узнать. Но ты должна оставаться здесь и спать. Если не выспишься, то тоже заболеешь и не сможешь пойти в школу. Ты понимаешь меня?» Женщина знала, как ее дочь любит школу, и что она никогда не захочет пропустить занятия из-за болезни. Виолетта нехотя согласилась остаться в постели, беспокоясь о матери, и подчинилась ее приказам лечь спать и ждать ее возвращения. Однако на следующий день, около 8 утра, когда девочка встала и спустилась на кухню, чтобы позавтракать с матерью, как это происходило каждый день, ее ожидал сюрприз. Матери не было на месте. В панике и с ужасом Виолетта побежала в спальню и обнаружила там душераздирающую картину. Ее мать лежала в постели, выглядя ужасно. У нее был сильный жар, и ее трясло. Девочка была очень напугана, но ее мать попросила ее достать термометр с прикроватного столика, чтобы измерить температуру и проверить ее состояние. Однако термометр не дал хороших новостей. У нее был жар 107 градусов. Анне срочно нужно было попасть в больницу, ее жизнь была в серьезной опасности, и она это знала. «Дорогая, возьми телефон и позвони Луизе». «Быстро, она нам поможет», — с трудом произнесла Анна. Получив звонок от Виолетты, Луизе понадобилось всего 15 минут, чтобы приехать в дом и обнаружить свою подругу на грани смерти. Луиза была в ужасе от состояния подруги и попыталась помочь ей, следуя всем инструкциям, которые Анна давала ей с кровати, но ее состояние только ухудшалось с каждым часом. Ночью Анна по-прежнему имела жар выше 40 градусов, беспрерывно кашляла и начала испытывать галлюцинации из-за боли и жара. Луиза испугалась еще сильнее и решила не медлить больше и вызвала скорую помощь, чтобы отвезти подругу в больницу для специализированного ухода и выяснить, что с ней происходит. «Пожалуйста, поторопитесь, моя подруга умирает», — сказала она в панике медикам, осознав, что состояние подруги ухудшается, и она начала кашлять кровью. По прибытию в больницу врачи обнаружили, что Анна страдает от тяжелой пневмонии, и, несмотря на все усилия по ее лечению, ее состояние с каждым часом только ухудшалось. Виолетта была опустошена и плакала, глядя на свою мать, лежащую в больничной койке, окруженную аппаратами. Но ничто не могло подготовить ее к ужасному удару, который ее ожидал. Анна Миллер, сильная и преданная женщина,
которая неустанно работала медсестрой, чтобы дать своей дочери лучшую жизнь, не смогла противостоять странной болезни, которая внезапно настигла ее, и после нескольких недель болезней и пребывания в отделении интенсивной терапии она скончалась. В возрасте всего 8 лет Виолетта осталась без матери, и ее мир рухнул. Новость о смерти Анны быстро распространилась по больнице, оставив всех в шоке и отчаянии. Коллеги, медсестры и врачи, знавшие и восхищавшиеся ей, собрались в группы, делясь слезами и словами скорби по Анне. Никто не понимал, как ситуация могла дойти до такой точки, и как такая здоровая и сильная женщина могла так внезапно уйти из жизни. Отчаяние охватило также родственников Анны, которые прибыли в больницу, получив трагическую новость. Ее родители, родственники и даже ее бывший муж и отец Виолетты, который до того момента оставался в стороне от нее и их дочери, пришли, чтобы отдать последний долг и поддержать девочку в такой грустный момент. «Мне так жаль, дорогая, твоя мама была великой женщиной, она любила тебя больше всего на свете, и я уверен, что где бы она ни была, она будет о тебе заботиться», — говорили девочки, пытаясь ее утешить. Но у Виолетты было свое мнение о смерти матери, и хотя она прекрасно понимала, что значит отправиться жить на небо, она не могла смириться с тем, что ее мать ушла навсегда, и продолжала ждать, что что-то произойдет, что укажет на ее возвращение. Луиза взяла на себя организацию похорон с помощью семьи Анны, и на следующий день все собрались, чтобы сказать ей последнее прощание. Это была небольшая церемония, полная символизма и любви. Атмосфера была наполнена печалью и тоской, и в центре всего этого горя была Виолетта, маленькая девочка, которая плакала у гроба своей матери, не в силах сдержать боль и замешательство из-за потери матери таким образом. Нет, она не умерла. «Она не умерла», — повторяла девочка, пока слезы стекали по ее лицу. Луиза попыталась утешить ее и отвела в заднюю комнату морга, подальше от посторонних взглядов. Там она обняла девочку и попыталась найти для нее слова утешения. «Дорогая, я знаю, что тебе очень плохо, но твоя мама ушла, и мы должны это принять», — сказала Луиза с любовью, обнимая девочку. Но Виолетта не собиралась сдаваться. Девочка плакала и мотала головой в знак отрицания, не в силах принять ужасную реальность, которая нависла над ней. «Нет, мама не могла уйти. Я знаю, что она не оставила бы меня. Она не оставила бы меня одну. Она обещала мне. Ты не можешь этого понять», — плакала она, слезы текли по ее лицу. После того, как девочка немного успокоилась, няня снова отвела ее в основную комнату, чтобы она могла попрощаться в последний раз с матерью, так как гроб скоро должны были увезти для захоронения в семейный склеп. Виолетта, стоя перед гробом матери, сразу же погрузилась в воспоминания и счастливые моменты, проведенные с ней. Она не хотела, чтобы мама уходила, но в тот момент, когда крышка гроба начала закрываться, и девочка в последний раз посмотрела на бледное лицо матери, осознав, что больше никогда ее не увидит, слезы потекли по ее лицу, и она закричала, как могла громко: «Мамочка, пожалуйста, не уходи!» Ее голос был полон печали и отчаяния. Но затем произошло нечто абсолютно невероятное, что оставило всех в немом шоке. Гроб начал слегка покачиваться, сначала почти неощутимо, но вскоре это стало более заметно, и все люди вокруг были ошеломлены и озадачены тем, что происходило. Крышка гроба, которая была закрыта так тщательно, начала медленно подниматься, как будто кто-то пытался открыть ее изнутри. Родные и друзья замерли в удивлении, как это могло быть, что гроб Анны двигался. Луиза инстинктивно отступила назад, и другие, стоявшие рядом с гробом, готовые унести его для захоронения, тоже замешкались. В головах людей начали появляться различные объяснения, но на самом деле все думали об одном и том же. Единственный человек, способный поднять крышку изнутри, это умершая Анна, которая, как оказалось, была не такой мертвой, как они думали. Виолетта с глазами полными слез
медленно подошла к гробу. Ее выражение лица было полно любопытства и надежды. Она положила обе руки на гроб и наклонилась, прижав ухо к холодному дереву. В этот момент она услышала тихий, почти неслышимый шепот самого дорогого человека в ее жизни. «Вытащите меня отсюда. Я жива. Вытащите меня, пожалуйста, Виолетта, дорогая. Мама здесь». Девочка отскочила назад с широко раскрытыми глазами от удивления и закричала громко и отчетливо: «Моя мама жива! Вытащите ее! Вытащите!» Она разговаривает со мной. Няня, не раздумывая, подняла крышку гроба, чтобы проверить, и действительно, там была Анна. Ее глаза были открыты, она была сбита с толку и задыхалась. Ее руки дрожали, дыхание было слабым, но было несомненно, что она была жива. Паника охватила всех, но действия были предприняты быстро. Анну срочно доставили в больницу, где команда врачей и медсестер собралась, чтобы оказать ей первую помощь и попытаться понять, что произошло, и ответить на вопрос, который тогда задавали все: как могла женщина, считавшаяся мертвой, вернуться к жизни. Новость об этом событии мгновенно распространилась по городу. Журналисты стекались к дверям больницы в надежде получить информацию о медсестре, которая воскресла. Луиза, как верный и защитительный друг Анны и ее дочери, старалась держать любопытных и прессу подальше, но история была слишком большой, чтобы оставаться секретом, и вся правда вышла наружу. Но какова была правда о несмерти Анны Миллер и ее внезапной смертельной болезни? Вы узнаете совсем скоро. Оказалось, что Анна заразилась странным заболеванием, ухаживая за одним из своих пациентов, состоянием, известным как синдром Лазаря, которое заставляет тех, кто страдает им, казаться действительно мертвыми. Что делает синдром Лазаря еще более интригующим, так это его обратимость, благодаря чему наша героиня, к счастью, вернулась к жизни как раз вовремя, чтобы избежать ошибочного захоронения. Хотя существует мало исследований и объяснений по поводу этого состояния, оно может быть обратимым, но процесс этого до сих пор не изучен. Хотя наука пока не имеет окончательных ответов, все врачи были единодушны в одном. Маленькая Виолетта и ее настойчивость в том, чтобы не прощаться с матерью и пытаться ее разбудить, каким-то образом привели к тому, что ее мать вернулась к жизни, выведя ее из состояния полного бессознания, в котором она находилась. После своего шокирующего околосмертного опыта Анна вернулась домой целой и невредимой, но с историей, которая казалась взятой прямо из сказки. Больница признала ее преданность работе и вознаградила ее значительным повышением зарплаты, учитывая, что она проработала много лет без какого-либо пересмотра заработной платы. Кроме того, Анна также получила щедрое выходное пособие за все эти годы непрерывной работы и явные физические и психические последствия, которые это ей принесло, что позволило ей наконец-то расплатиться со всеми накопившимися счетами, которые так долго лежали у нее в ящике стола. С улучшением финансового положения женщина смогла найти немного покоя и облегчения от стресса, который преследовал ее на протяжении стольких лет. Со временем дела постепенно наладились для нее и ее маленькой девочки, и жизнь вновь обрела какое-то подобие равновесия и нормальности, а надежда заменила тени прошлого, которые так долго ее угнетали. Итак, эта необыкновенная история простой медсестры показала всем, что даже в самые темные и необъяснимые моменты могут происходить невероятные вещи, стоит лишь верить в это. Понравилась ли вам эта трогательная и удивительная история? Если да, то приглашаем вас оставить нам комментарий, выражающий ваше мнение. Если вы хотите продолжать наслаждаться вдохновляющими историями, как это? Подпишитесь на наш канал или посмотрите другие видео, показанные внизу экрана. Спасибо за ваше внимание.